Oh, today we have audience. Сегодня у нас аудитория особая. Small babies. Маленькие бэби. Very nice. Очень хорошо. Kala Chandra, how are you? Как у тебя дела, Калачан? Hare Krishna. Mothers have beautifully decorated the smiling faces of the shining babies. Матери очень красиво раскрасили сияющие лица и улыбающиеся лица маленьких бэби. And these photos, when these babies will see when they are grown up after 20 years, they will be surprised. И эти маленькие дети будут очень удивленно смотреть на фотографии через 20 лет, когда они будут выросли. None of you ever had a face when you were of this age. Никто из нас не был удачлив, что наши лица вот в таком возрасте были так раскрашены. None of you have ever painted blue boy like this. И, наверное, никто из нас в детстве не рисовал таких красивых мальчиков, как здесь на картинке. And this blue boy Как голубого цвета мальчик has a churning rod and a butter pot. держит этот пестик для взбивания масла. Very auspicious. Очень благоприятная картинка. Children, if they are raised like this, when they are playing with Krishna, then they will be great devotees. Когда дети вырастают таким образом, играя с Кришной, они становятся великими преданными. Childhood impression on the brain. Детские впечатления на мозг, when the brain is unpolluted, когда сознание не сквернено, will have a tremendous effect on the character of a child. оказывает колоссальный эффект на сознание человека, когда он вырастает. Srila Prabhupada has given us this spiritual culture. Шрила Прабхупада дал нам духовную культуру. The spiritual culture begins even before the birth of child. И эта культура начинается еще до рождения ребенка. And we are sincere and we follow the instruction of the founder Acharya. Our journey through this wild world will be very peaceful. Если мы искренне следуем наставлениям нашего Ачарьи, то наше путешествие по жизни будет очень успешным. Hare Krishna. Please everybody fold palms. Давайте сейчас вознесем нашу молитву. Close your eyes. Можете закрыть глаза. And let us enter into the trance of peace and happiness. Давайте попытаемся войти в состояние транса, счастья и покоя. By hearing and vibrating the holy name. Повторяя, слушая святые имена. After we will do experiment for 1 minute. После того, как у нас будет такой эксперимент, then I will ask you your realization. Я буду вас потом спрашивать, каковы были ваши реализации. Please
honestly share your realizations. Вам нужно будет честно поделиться вашими реализациями. And do the experiment very sincerely and thoroughly. И очень вдумчиво и с искренностью попробуйте провести этот эксперимент. Так, мы ждем, чтобы кто-то из вас, один или многие, поделились, что вы чувствовали во время того, как мы повторяли эту молитву. Yes, Kala Chandra. Vaikuntha. Vaikuntha, which means free from anxieties. Вайкунтха означает свобода от беспокойств. Means happiness. Означает счастье. Thank you. Somebody. Спасибо. Yes. Казалось, что кроме звука больше ничего не Nothing существует. else existed but the sound. Only the sound was vibrating and everything else was calm and quiet. Только звук вибрировал, все остальное
было спокойным и умиротворенным. What is her name? Как вас звать? Светлана. Svetlana, white, Svetlana. Sweti Vishnu, that is also Vaikuntha. Светадвипа, это Вайкунтха. Вишну обитает в Светадвипе. So this transcendental sound vibration, it takes you out of this material world in a peaceful atmosphere. Эта трансцендентная звуковая вибрация забирает вас в духовную, спокойную атмосферу за пределы этого материального мира. Sweta is nice. You have a nice experience? У вас хороший был опыт, да, Светлана? Somebody else wants to share? Кто-то еще? Yes, Prabhu. И спокойствие. Еще раз? Серьезность и спокойствие. The seriousness and peacefulness. Peacefulness, Спокойствие. Vaikuntha, happiness, peacefulness. Счастье, спокойствие на Вайкунтхе. All agree you have same type of experience? Остальные согласны, у них был такой же опыт? Механическое повторение. Mechanical repetition. В смысле? That myself. Uh-huh. Myself. So you acted as a machine. Вы действовали как машина, да? So yes, in Bhagavad Gita Krishna says this body is a machine. Да, в Бхагавад-гите про машины тоже упоминается, что это тело, это машина. Yantra rudhani mayaya. Янтра рудхани майя. Yes, ma. Я почувствовала свободу от желания. Так хотела есть, и забыла, что я хотела. I felt free from desire. I was hungry, but I forgot. Oh, she was hungry, but she forgot. That's good. Она забыла о том, что она голодная. Очень Желание хорошо. просто собой, вообще свобода такая, все желания. Yes. Aruna. Аруна. Как будто смотришь, как темный купол перед собой, то есть взгляд откуда-то, не глаза и веки видишь закрытые, а как будто глубже. Okay, since when you close the eyes, some deep vision. Не совсем понял. Как будто глаза были где-то внутри тела. Like something vision inside of myself. Free from external vision, let's say. Yes, Свобода от внешнего видения, что-то. inside us is Supreme Lord, as a Paramatma. А внутри нас находится Параматма, Верховный Господь. When we have a calmness outside, then we can feel inside. When it is all calm out, then inside we can feel the Когда presence. внешне нас ничего не беспокоит, внешняя атмосфера спокойна, мы можем в этой спокойной атмосфере почувствовать, что внутри нас. So outside is so much noise of the traffic, vehicles, people shouting that we are not hearing the beautiful flute sound of Sri Krishna within our heart. Невозможно услышать этот прекрасный, чарующий звук флейты Кришны внутри нас, когда снаружи ездят машины, люди шумят, гремят и так далее. But when we do this type of mantra meditation, outside become calm for us, and we relish the sweetness which is within us. И когда внешняя атмосфера спокойная, и мы совершаем эту мантру медитацию, то мы можем услышать, что внутри нас. Somehow peace, happiness, which whole world is looking for outside, is not outside, is not in anything outside, but it is within us. Мир и счастье, которое люди ищут во внешнем мире, в действительности не находятся тут. Снаружи они находятся внутри нас. This peace, this happiness is not in money outside, is not eating outside, is not making sensual pleasure outside, it is really within us. И этот и покой и счастье, они не находятся во внешних вещах, таких как деньги, или вкусная пища, или еще что-то внешнее, они находятся внутри нас.
Yes, if we learn this technique, Prabhupada used to call it spiritual technique, of finding bliss within us, which is our birthright, then we will be content and satisfied in this world. Шрила Прабхупада говорил, что это техника, если мы найдем счастье внутри самих себя, это и есть духовный мир. So this whole spiritual movement, International Society for Krishna Consciousness, is to bring us into the spiritual atmosphere by vibrating the holy name. Вся цель этого движения, духовного движения Международного общества сознания Кришны заключается в том, чтобы привести нас в состояние настоящего счастья, внутреннего духовного счастья. Today we will discuss two subject matters. We are going to discuss. Сегодня мы собираемся поговорить на две темы. Today one is the auspicious day of Bhagavan Jagannath Rath Yatra in Jagannath Puri annual festival. Сегодня в Джаганнатхапури в Индии празднуется ежегодный фестиваль Радха-ятры Джаганнатха. And this is tradition from thousands of years. Этой традиции следует тысячи лет. We are here as a devotees of Krishna consciousness, and you will be surprised to know that Jagannath was the first deity appeared in ISKCON in 1967. Мы сидим сейчас здесь как члены Международного общества сознания Кришны. И вы, возможно, будете удивлены, что Джаганнат был первым божеством, которое появилось в нашем движении в 1967 году. Jagat means the whole universe. Джагат означает Вселенную. And Nath means one who is the proprietor, support and maintainer of the universe. И Нат означает тот, кто поддерживает эту Вселенную. So, being very merciful to the sincere devotee Srila Prabhupada, being merciful to the pure devotee Srila Prabhupada, Будучи милостивым по отношению к своему чистому преданному Шриле Прабхупаде, recognizing his early days, dedication and devotion to the Rath Yatra festival in the school days of Prabhupada, оценив стремленность и преданность Шрилы Прабхупады по отношению к этому празднованию Радха-ятры в его ранние годы, когда он был школьником. That's what I was telling at this age, Prabhupada, when he was of the age of these children, he was having Jagannath Rath Yatra festival. То, о чем я упомянул в самом начале, когда о детях, когда Шрила Прабхупада был такого возраста, как эти дети, он уже организовал свой фестиваль Радха-ятры. Going, holding the finger of his father Gaur Dev Mohan to the Radha Govind Devji temple of Malik family. И каждый день с отцом, который брал его за руку, они ходили вдвоем в храм Рады Говинды, который находился через дорогу от их дома. And these childhood spiritual upbringings made him he was a man from a spiritual world, but he from his childhood pastime, he showed us that if this culture is in our house in childhood, then children will be grown up as nice devotees. Шрила Прабхупада, будучи даже вечным спутником Бога из духовного мира, тем не менее, свои детские годы показал, как важно духовное воспитание в детском возрасте. Mukunda Goswami, Srila Prabhupada initiated him, and Janki was his wife, and they both
from New York took leave from Prabhupada and they said, we are planning to go to India. Мукунда Госвами, тогда будучи просто инициированным преданным, и Джанаки, после того, как получили инициацию Шрила Прабхупады, сказали, мы хотим поехать в Индию. And Prabhupada said when they were taking leave, said, if you can help to open a temple in San Francisco, it will be great. И прежде чем они собрались, они пришли, чтобы попрощаться с Прабхупадой, Прабхупада сказал, если вместо того, чтобы поехать в Индию, вы отправились бы в Сан-Франциско и открыли там храм, было бы здорово. They went on the way to visit their friend in the forest. И позже они отправились затем посетить своих друзей, которые жили где-то в местности лесной. Then the Shyam Sundar and Malti uninitiated them, the names were different, they were living in a forest and doing some job. Этими друзьями были будущие Шьяма Сундара и Малати Мададжи, они там занимались какой-то работой в лесу. And when they were living, Mukunda was living with them, Mukunda said, we have a nice, wonderful Indian holy name, holy men, they have changed our life. И Мукунда с Джанаки отправились к ним, и когда они с ними какое-то время жили, и они, конечно же, рассказали своим друзьям о том, что они повстречали святого человека из Индии. And then Shyam Sundar and Malti said, we would like to see him. Шьям Сундар с Малати также захотели увидеть этого святого человека. We'd like to meet him. Они сказали, можно нам с ним встретиться? Mukunda said, I'm on my way to India. When I come back, we can make arrangements. Мукунда сказал, я сейчас отправляюсь в Индию, и когда мы вернемся, мы вас обязательно встречаем. Somehow, going to India program was cancelled and they ended up in San Francisco. Но каким-то образом эта поездка в Индию провалилась, и они в конце концов оказались в Сан-Франциско. And Prabhupada, these words were resounding in his mind. Can you, Mukunda, open a temple in San Francisco? И то, что Шрила Прабхупада сказал Мукунде и Джанаки до того, как они отправились в Индию, теперь звенело в голове у Мукунды. And now Janaki and Mukunda and Shyam Sundar and Malti, they were four and they started preaching in the AP area. Он помнил просьбу Шрилы Прабхупады открыть храм в Сан-Франциско, и сейчас они вчетвером уже оказались в этом городе, и они начали свои попытки проповедовать. Very soon the sincere devotees used to gather around. И вскоре появилось много искренних преданных, которые присоединились к ним. They invited Prabhupada from New York to visit them because they had almost opened the preaching center. И они пригласили Шрилу Прабхупаду из Нью-Йорка, потому что там было уже достаточно преданных, чтобы открыть центр, проповеднический центр. They sent Prabhupada air ticket. Они отправили Прабхупаде билет на самолет. And Prabhupada flew first time in his life in aeroplane. Первый раз Шрила Прабхупада путешествовал самолетом From New York to San Francisco. из Нью-Йорка в Сан-Франциско. And with a simple childlike smile, Prabhupada was saying, from high I can see the houses like a matchbox. И Шрила Прабхупада совершенно как маленький ребенок говорил своему слуге, я с высоты могу видеть, что дома, они просто такие малюсенькие. Some 20-30 devotees with Hare Krishna Kirtan greeted Prabhupada at the airport. И 20 или 30 преданных поприветствовали Шрила Прабхупаду в аэропорту с громким киртаном. And Prabhupada was living with them. Шрила Прабхупада жил, оставался с ними. And they arranged a big program in the hippie area for Prabhupada. Там они организовали большую публичную программу в местности, в которой жили хиппи. One day, in front of the Prabhupada's temple, there was a one small wooden deity. Однажды перед Шрилой Прабхупадой на столе оказалось небольшое божество, сделанное из дерева.
And surprisingly, elderly 70-year-old Prabhupada, he paid obeisance to this small 3 inches deity. И к удивлению всех преданных, 70-летнего возраста Шрила Прабхупада вдруг склонился перед этой формой. And very happily he said, Lord Jagannath has appeared. Он был очень счастлив, он кричал, Господь Джаганнат появился. He says, who brought here? From here Jagannath came. Откуда он появился? Кто его привел? And Shyam Sundar said, Malti brought it. Шьяма Сундар сказал, Малати принесла его. Call Malti. Позови сюда Малати. And Malti came. Prabhupada said, so, from where you got this? Малати пришла, Прабхупад спросил, откуда ты взяла его? So some shop which has an Indian item, and I went inside and I liked this, so very honestly she said I did not pay anything, but when the shop owner was looking somewhere else, I took this and put in my purse. И она сказала, я была в индийском магазине, мне понравилась вот эта игрушка, я, честно сказать, не заплатила за него, когда владелец магазина зазевался, вернулся, я взяла его и в карман, и вышла. Prabhupada said, yes, you cannot purchase God, but in order to come, he can come on his own. Прабхупада согласился, да, Бога нельзя купить, если он только хочет сам по собственной воле прийти, тогда так и происходит. Were there 2 other murtis? Не было ли там еще 2 таких же похожих на него форм? He said, yes, 2 more. Да, там было, кажется, 2. Prabhupada said, go and bring those. Прабхупада сказал, отправляйся и принеси их тоже. Now she went all prepared to get the 2 more murtis in her purse without paying. Теперь она приготовилась отправиться туда и выкрасть оставшиеся 2 божества. And now Jagannath, Baladev and Subhadra, they appeared from Jagannath Puri, they appeared in San Francisco to preside the ISKCON activities in the Western world. И теперь Джаганнат, Баладева и Субхадра появились в Сан-Франциско из Джаганнат-Пури, чтобы господствовать в западном мире. And Prabhupada said, is somebody who can really carve the big side deities? Шрила Прабхупада затем спросила, есть ли кто-то у нас, кто смог бы вырезать из дерева большого размера такие же божества? And Shyam Sundar said, I know carpentry, and I will try to manage. Шьяма Сундар сказал, я знаю, как работать с деревом, я сделаю. And Shyam Sundar got the wood donated, and he carved the first Jagannath Baladev Subhadra deity, which was first worshipped in San Francisco temple. И Шьяма Сундар достал где-то дерево пожертвования, и он сделал первые божества, которые стали первыми божествами Сан-Франциско в Америке. And then Prabhupada one day said, well, from centuries in India, this merciful Lord which has eyes which have no eyelids, and is always looking at his devotees with mercifully, get out of his temple once a year to give his darshan to the people who never ever come to the temple. Шрила Прабхупада сказал затем, что и тысячелетиями Господь был в Индии, в Джаганнат-Пури, он выходил из своего храма только раз в году, и теперь он, этот Господь, у которого большие глаза, захотел появиться здесь, вот в этом месте в Америке. And devotees that year decided they will have Jagannath Rath Yatra. И преданные решили, что в этом же году они отпразднуют Джаганнат Ратха-ятру. So this Jagannath Rath Yatra, which is from centuries in India as a traditional festival, first time by Prabhupada's mercy appeared in the Western world in 67 San Francisco. И вот в 1967 году, по милости Шрилы Прабхупады, этот фестиваль, который празднуется в течение 1000 лет в Индии, впервые был празднован в Сан-Франциско, в Америке. Jagannath
is the beautiful deity of Krishna in separation of his devotees, in his devotees. Джаганнат — это прекрасная форма Кришны, которая выражает чувство разлуки со своими преданными. This deity signifies how much Krishna loves his devotees. Это божество, которое How much Krishna loves his devotees. божество, которое дает нам понять, как Кришна любит своих преданных. It's only 7 days Krishna, along with Balaram and Subhadra, comes from the Jagannath temple, which is Dwarka, to the Gundicha temple, which is Vrindavan. На 7 дней Джаганнат вместе со своим братом Баларамой и сестрой Сабхадрой отправляется из храма, главного храма, который является Дваракой, в храм Гундича, который считается Вриндаваном. The devotees of Vrindavan are special. Преданные Вриндавана — это особые преданные. Our acharyas describe that Krishna, after 100 years living in Dwarka, one day fell unconscious. Наши ачарьи описывают, что после 100 лет, прожив в Двараке, Кришна однажды упал без сознания. And there was no way to revive him to consciousness. И никто не мог привести его обратно в сознание. And Narada appeared there. Тогда появился Нарада, Arjun came there. Арджуна появился, Uddhava was there. Удава тоже присутствовал. And they were thinking, what is the reason why he's not coming back to consciousness? Все они думали, какова причина того, что он без сознания. And then Narada said, I know. Тогда Нарада сказал: я знаю. He will not come in consciousness. When all he will come in consciousness, he will run to Vrindavan. Он сказал, если он придет в себя, тогда он тут же помчится во Вриндаван. Only make arrangement to take him to Vrindavan, because he wants to see his beloved devotees now. Стройте так, чтобы он оказался во Вриндаване, потому что он хочет встретить своих возлюбленных преданных. And then it was declared that Krishna should be taken to Vrindavan immediately. И тогда было решено, что Кришну немедленно заберут и отвезут во Вриндаван. But then somebody said, all of a sudden, if the Brajavasis, Nanda Baba, Yashoda, Gopis and Gop, they see the Krishna, they will be unconscious by seeing suddenly Krishna. Somebody should go and inform them. И тогда кто-то сказал, что если внезапно привести туда Кришну, все его друзья, его родители, Нанда Баба и Яшода, они все попадают без сознания, нужно, чтобы кто-то пошел и заранее предупредил их. And everybody said, Uddhava, you are his friend and best minister. Can you go already once you went to the Vrindavan? Go and give them information that Krishna is coming. Тогда все сказали: Удава, ты лучший друг Кришны, самый приближенный слуга. Ты уже был во Вриндаване, знаешь всех жителей Вриндавана. Ты должен пойти, донести до них эту новость, что Кришна приезжает. And Uddhava said, I love to go, but nobody will believe me, because I promised them I will bring Krishna. But Krishna, I told him 100 times, every time he said, next, now, not now, afterwards. So if I go and tell, they say, you already told, you never brought, so they will not believe me. И Удава сказал: я бы рад пойти, но никто мне не поверит, потому что я уже 100 раз им пообещал, что я их привезу Кришну, и здесь я 100 раз Кришне говорил: ты должен поехать. И Кришна каждый раз мне говорил: поедем, да, поедем в следующий раз. И поэтому, если я пойду, они мне не поверят. Then everybody requested, Balaram, can you go and inform Nanda Baba and Yashoda? Тогда все попросили, посмотрели на Балараму и спросили: не мог бы ты отправиться и сообщить на Бабе и Яшоде? Balaram said, I love to go to Vrindavan. Он сказал: я бы рад туда отправиться. But I also went there 2 months. I promised them that I will bring Krishna. I told many times, Kanhaiya come, but he never heard me. They will not believe me. Я ведь тоже был во Вриндаване целых 2 месяца, я обещал им, что приведу Кришну.
И Кришне уже сколько раз говорил, Канайя, пошли во Вриндаван. Он сказал потом, и так и никогда не пошел. Then Subhadra stood up, he said, I am going. Тогда Субхадра встал и сказал, я отправлюсь во Вриндаван. I will go and tell to Mother Yashoda and Nanda Baba that my brother Krishna is coming to visit you. Я пойду и скажу им, Яшоде и Нанда Баба, что Кришна сейчас приедет. I will wipe their tears. Я вытру их слезы. I will pacify the gopis and gopas. Я успокою всех гопи и гопов. And then Subhadra get ready on the Ratha, on a chariot, and Arjun become the driver to take the Subhadra. Итак, Субхадра зашла на колесницу, а Арджуна стал ее колесничим. And then Balaram said, I will not leave my sister go alone. I will go in the front, and only Subhadra can go inside and give the information, but I will go with my sister. Тогда Баларам сказал, я свою сестру не оставлю одну, я поеду впереди ее, пусть она сообщит новость, но я буду сопровождать. Then Balaram Ras started on the front, and the Subhadra's Ras is behind. They both were rushing towards Vrindavan. Так колесница Баларама выехала вперед, и за ней помчалась колесница Субхадры. Then Uddhav and Narad and other devotees, they tried to take Krishna with hands 4 on each side, 10 on each side, and he was just limping from here to here. They brought him and put him onto the chariot. Затем все жители Двараки, они взяли Кришну за руки и подняли его, и так вот раскачиваясь из стороны в сторону, его вне сознания, они его посадили на колесницу. If you go in Jagannath Puri and see Rath Yatra, you will see still more than 30-40 people. They take Jagannath from both sides, and he is coming as if he is unconscious, and they take him and put him on the chariot. It's called Pandi Vijay. Если вы были на Радхаятре в Джаганнатхапуре или будете там, вы увидите, как 40 или 50 человек, пандов, они берут божество Кришны, то есть Джаганнатхи, за руки, и таким образом его раскачивая, подводят к колеснице. Называется Pandi Vijay. Панди Виджай называется церемония. Taking Jagannath, he's like, he cannot walk, you have to take him. Say, Jagannath is a big thing. If you had to take me here out to the door, how many of you needed to pull me out? मेरे को बाहर उठाना हो तो कितना जोर लगाना पड़े, वो तो जगन्नाथ है. То есть потребуется много народу, чтобы Джаганнатха вывести из дверей храма. И он при этом еще вне себя, не в сознании. Hare Krishna. So Subhadra reached there and informed everybody that Krishna is coming. Subhadra reached and informed everybody. Так Субхадра достигла Вриндавана и всем сообщила, что Кришна приезжает. And quickly Krishna arrived and he entered directly into the Nidhivan. И очень вскоре прибыл Кришна, и он сразу же вошел в Нидхуван. And there he saw Radharani lying semi-conscious, very thin, only the bones. Там он увидел Шри Радхарани, лежащую в полусознательном состоянии, которая высохла, кожа и кость. Lalita and Vishakha and other Sakhis were sitting around. Лалита Вишакха и другие сакхи сидели вокруг него. And they were watching. Sometimes she was taking a deep breath and saying Krishna. И они наблюдали за тем, как иногда Шримати Радхарани делала вдох и говорила Кришна. And then Krishna arrived there. И затем Кришна появился там. And when he looked at Radharani, his form became stunned like this. Когда он увидел Радхарани,
что он просто застыл и принял такую вот форму. In my separation, her condition had become so serious. И он подумал, в мое отсутствие, в разлуке со мной ее состояние стало таким серьезным. And then Lalita whispered in Radharani's ear, Krishna has come. Когда Лалита прошептала Радхарани на ухо, Кришна пришел. And she opened the eyes. Радхарани открыла глаза. And after 100 years, Radha and Krishna, eye to eye, saw one another. Спустя 100 лет взгляды Радхи и Кришны снова встретились. That is the meaning of Rath Yatra. Таково значение этого фестиваля Радха-ятра. That Krishna is coming out to see the devotees who are praying every day to Radharani by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Значение этого фестиваля заключается в том, что Кришна отправляется увидеть своих преданных, которые повторяют его святые имена. Still, somehow or other you, great devotee of Chaitanya Mahaprabhu, but the local pandas will not allow you to go in temple and have a darshan of Jagannath. Так или иначе, вы все преданные Шри Чайтанье Махапрабху, но панды храма Джаганнатхи не позволят вам войти в храм, получить даршан. But on Jagannath Rath Yatra time, you can see not only Jagannath, you can climb on and embrace Jagannath. Но в день фестиваля Радха-ятра вы не только можете увидеть Джаганнатху, но вы также можете забраться на колесницу и обнять его. It is really a great festival for the Western devotees of the ISKCON to see, because Jagannath is coming out to give them darshan special. Поэтому для преданных, в особенности западных преданных ISKCON, это большущая возможность, это очень значительный праздник, потому что Господь сам выходит к ним, чтобы дать им даршан. In the Kali Yuga, it is said all the other Tirath places will gradually disappear to the places of tourism. В Писании говорится, что в Кали-югу большинство мест, святых мест уйдут непроявленные, превратившись в места туризма. But for 10,000 years, Jagannath will bless mercifully the all fallen souls in the form of Daru Brahm. Но на протяжении 10 тысяч лет Джаганнат будет благословлять всех падших душ в своей форме Дару. Daru means wood. Дару означает дерево. So Mahaprabhu said 10,000 years will be golden era. Махапрабху также сказал, что в течение 10 тысяч лет, будущих 10 тысяч лет будет золотой век. And this Rath Yatra which ISKCON is taking out in all the cities of the world. И вот этот фестиваль Радха-ятры, который преданные ISKCON празднуют сейчас по всему миру, is very auspicious for the people of this Kali Yuga. очень благоприятен для людей этого века Кали. When the houses are broken, when families are broken, children are wandering in the streets, where there is no love anymore left in the family life, this Jagannath is going to bless them to be peaceful, united and successful. Джаганнат благословляет на счастливую жизнь тех жителей этого века. Жители этого века живут жизнью, которая неблагоприятна, их дома разваливаются, семьи разваливаются, дети оказываются на улице без присмотра. So somehow Jagannath has blessed all of you to be the part of the international family of Krishna consciousness movement. Каким-то образом Джаганнат благословил всех нас
стать частью этого международного движения сознания Кришны. So we have a great responsibility. И на нас лежит великая ответственность To give the world, to give the whole world message of Lord Shri Krishna. Ответственность заключается в том, чтобы донести до всех людей в этом мире послание Шри Кришны. The message which make people happy and peaceful. Это послание способно сделать людей спокойными и счастливыми. But if we are peaceful and happy, then we can make other people peaceful and happy. Но это мы можем сделать только в том случае, если мы сами спокойны и счастливые. So we have to look into our lives when we are practicing Krishna consciousness. How can we be a happy and peaceful family? Мы должны посмотреть на свою собственную жизнь и стараться понять, что нам нужно для того, чтобы мы жили счастливо и спокойно. I'm just giving you an example that family life is always a turmoil and a place where the friction always takes place. Я хочу привести пример, как семейная жизнь во всех случаях без исключения является Always there are differences. Поводом для разногласий. You know Lord Shiva? Вы знаете, кто такой Господь Шива? Most merciful. You know his wife Parvati? Знаете его супруга Парвати? He has two sons, Ganesh and Skanda. You know? Знаете, что у него есть двое сыновей, один Ганеш, другой Сканда? Now what type of family is this? You just hear from me for a while. Послушайте, что это за семейство? How many are differences? Сколько у них разногласий? Now Lord Shankar has a vehicle on which he travels, that is bull. Так, у Господа Шивы есть свой транспорт. Это он путешествует на быке. Nandi. Его звать Нанди. And Mother Parvati has a carrier loin. И у матери Парвати свое транспортное средство лев. And both vehicle has to be parked in same house. И оба этих животных должны быть членами одной семьи. Lion and bull. What do you think? Лев и бык. Как сочетание. Lion will kill the bull. Лев может убить быка. And Lord Shankar has a snake in the neck. А у Шанкара на шее змея. And Ganesh ji is riding on a mouse. А Ганеш, он путешествует на мыши. And the mushi and the snake will eat away the mushi. И змея всегда ищет случая, чтобы проглотить мышь. And the other son of Lord Shankar, he will come on peacock. С другой стороны, другой сын Шанкары, это Сканда или Картикея, он путешествует на павлине. And peacock will take away the snake from the tail and throw it down. И павлин, он схватить должен змею за хвост и сбросить ее. So whole house has all the curious enemy of one another. Так у всех в доме, у каждого свое животное, которое одно другому является врагом. But still, Lord Shiva is peaceful. Но тем не менее Господь Шива всегда умиротворен. With all these difficulties, how he is peaceful? Как он умудряется быть всегда удовлетворенным среди такого разногласия? Because he has only two activities to perform. Потому что есть только два занятия у Господа Шивы. In all Vedic literature, most of the time Lord Shiva is speaking Krishna Katha to Parvati. В большинстве случаев Господь Шива занимается тем, что рассказывает Кришна Катху своей супруге Парвати. When nobody is there to hear, he has a nice japa beat, and he is chanting Govinda, 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 Radhe Shyam. Когда нет никого, кто мог бы его слушать, у него есть замечательная джапа малая, он повторяет Говинда, Говинда, Радhe Shyam. So, by Krishna Katha and by chanting Krishna's holy name, he, in all these difficult
animalistic, enemy atmosphere is still peaceful. Так вот, благодаря рассказыванию Кришна Катхи и повторению святого имени, он всегда остается умиротворенным, даже живя с такими животными, которые... He don't have his personal home even. У него даже своего дома собственного нет. But he is still happy. Но он, тем не менее, счастлив. He has no bank balance. Нет никакого счета банковского. But he is happy. Но он очень счастлив. So, for a family life to be happy, we have to learn from Lord Shiva. Always there are difficulties and differences and different opinions. И чтобы жить счастливой семейной жизнью, мы должны взять пример с Господа Шивы, который всегда счастлив, независимо от того, какие бы ни были разногласия. But if we have Krishna Katha and Krishna Nam going on, then all these things can be peaceful. Все эти разногласия примиряются, когда у нас есть Кришна Катха и Святое Имя. So, most of the devotees in ISKCON now are Grihasthas. В наши дни большинство преданных Искон являются грехастами. Most of the time, the ISKCON is only brahmacharis living in the temple in early time. В ранние годы большинство преданных были брахмачарями, которые жили в храмах. Now, most of the devotees in ISKCON are Grihasthas. Но в наше время большинство преданных Искон грехасты. We have to learn how to be a exemplary Grihastha, live peacefully, raise children, maintain family, and become Krishna conscious. И мы должны научиться, как жить в этом ашраме и выращивать детей, растить детей и быть счастливыми. In Bhagavad Gita, Srila Prabhupada wrote at one place, any Grihastha which has 4 things at home, he will live peacefully like a Vaikuntha in his home. Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет, что если грехастха имеет 4 вещи в своем доме, он будет жить счастлив, как на Вайкунтхе. So he said, number 1, if the Grihastha in his house has deity or the picture as the prominent owner or the worshipable deity in the house, number 1. Первое, что Прабхупада упоминает, грехаст должен, у него в доме должно быть изображение божества, которое он принимает как объект поклонения владельца этого дома. Somebody asked me, what is the significance of keeping deity or picture or a small temple in the house? What is the importance? Божества или изображение божества. Однажды кто-то спросил меня, каково значение того, что в доме был храм божества или изображение божества. So you know, when the teacher is in the school, in the classroom is peaceful. Знаете, вот в школе в присутствии учителя все дети, они спокойно сидят. No teacher, all the boys will be running here and there making fun. Но как только учитель выходит за дверь, все начинают носиться туда-сюда. Right? In house, if there is an elderly member, everybody is at least having some respect. Также в присутствии старших членов семьи в доме все более или менее почтительно, то есть находятся в таком. There is no elder, then children will be free to do whatever they want to do. Не делают никаких безобразий, но если there's no elderly. Но если старших нет дома, тогда дети начинают тут же шуметь и делать, что попало. So keeping the Krishna as the main owner of the house, then he is the eldest. He's the main person in the house. Так цель заключается в том, чтобы в доме был хозяином Кришна. It is his house. Это его дом. We are living in his house to serve him and live peacefully. И мы живем в его доме
чтобы служить Ему и быть умиротворенным. He is Lakshmipati. Он является Лакшмипати. He has no scarcity of anything. У него ни в чем нет недостатка. If we sincerely serve Him, all our problems will be solved. Если мы с искренностью служим Ему, то все наши проблемы будут разрешены. In the morning, have darshan, pray to Him that I am going out for work. Please bless me, I shall do the job perfectly. Если утром вы отправляетесь на работу, вам нужно подойти к Нему и обратиться с просьбой, чтобы у вас был удачный день, и у вас будет все замечательно. In Vedic system, when the younger person get out for the work, he used to go down to the parents and get blessing before going. В ведической системе, если младший член семьи куда-то отправлялся из дома, он подходил к старшим, касался стоп, склоняясь к нему и получал благословение. And then elderly person said, yes, be successful, he blesses. И тогда старший член семьи говорил, да, пусть тебе сопутствует удача. Mothers and fathers and elders, blessings protect us. Благословение нашей матери, отца и старших на самом деле защищают нас. One who has a respect for elders, he has a longer duration of life. Тот, кто почтителен к своим старшим членам семьи, его продолжительность жизни увеличивается. He will be more wise and educated. Он будет разумным и образованным. He will be very famous and glorious. Он будет прославлен. And he will have a moral integrity and power. И он будет с моральным человеком и могущественным физически. One who disrespects the seniors, his lifespan decreases, his education ruined, his glory doomed, and his what was the fourth one I said? His shakti, his bal decreases. Но если человек относится непочтительно к своим старшим родственникам, тогда он сокращает свою продолжительность жизни, свою физическую силу, он теряет разум и принципы морали. In Bhagavad Gita there is a verse which says, Guru Pragya Pujanam Guru Pragya Pujanam. So one should work Deva Guru Pragya Pujanam Socham. So this verse is the austerity of the body. В Бхагавад-гите перечисляется, что является аскезой для тела. Deva means Supreme Lord. Deva, body. Дева означает Верховный Господь, Dev means Bhagavan. означает Бхагаван. Dveja means Brahman. Двиджа означает Брахман. The Guru, the one who is spiritual instruction and initiation. Гуру — это тот, кто дает посвящение и духовные наставления. And number is Pragya, which means the elderly relatives like mother, father, grandfather, uncle, etc. Прагья — это означает старшие члены семьи, такие как мать, отец и так далее. One give respect and worship to all these. И человек должен поклоняться вот этим перечисленным Even if you don't want. даже если он не хочет этого. This is the austerity. В этом заключается аскезизм тела. And tapasya make you pure. И когда человек следует тапаси, тапаси очищает. So when the deity is in the house, we pray and take permission and go for work. In the evening, we come give a report to the deity. Так, когда в доме есть божество, мы обращаемся к нему, получаем разрешение, отправляемся на работу и, возвращаясь, предлагаем ему результаты. My dear Gornita, we work whole day for you. We did this nice thing for you, and there we made mistake. Please give us strength to overcome all these difficulties. Must give the report. Дорогие Шиши Горнитай, мы сегодня сделали то-то и то-то, мы совершили какую-то ошибку, пожалуйста, позвольте нам исправить ситуацию.
нужно дать какой-то отчет, Now they допустим. will take the responsibility. You are free to sleep. No anxiety. Теперь они берут на себя ответственность за ситуацию, вы спокойно можете спать. This is the way. If the deities you personally reciprocate with them like a person as father living in the house. He is father. В этом хитрость, как находиться в личных отношениях с Божеством, с Господом. Он подобно Отцу, он должен быть, почитаться как Отец. Still there's a Vedic mantra in Vedic culture. Still in all the temple in India every day, those who go for worship, they say Tumeva Mata Cha Pita Tumeva. До сих пор по-прежнему в ведическом обществе люди повторяют эту мантру, обращаясь к Господу, к Божеству, как к матери и отцу. Твамева Мата Cha Pita Tumeva. Because you are our mother and father, please protect us, take care of us. We are children. Мы просто твои дети, и ты наш, и отец, и мать, поэтому защити нас, возьми нас под свое покровительство. So one thing is deity in the temple in the house for Grasta. Number two, Prabhupada said, cook prasad offered to the deities and honor prasad. Это было первое. И второе, условие для успешной жизни в грехах старшими, что Прабхупада перечисляет. Домохозяева должны готовить дома и предлагать пищу Господу и почитать прасадом. Prasad is not food, it is mercy. Prasad means mercy. Прасад означает не просто еда, прасад означает милость. Prasad is non-different than Krishna. И прасад не отличен от самого Кришны. And it will purify the heart from inside. И принимая прасад, наше сердце очищается. And third thing in the house should be chanting of the Hare Krishna mantra. Третья вещь, которая должна быть присутствовать в доме, это повторение святого имени Харе Кришна мантры. Like taking bath is the cleaning of the body. Совершение омовения — это очищение нашего тела. Chanting Hare Krishna is cleaning inside the heart. Но повторение святого имени — это очищение сердца. And fourth thing Prabhupada wrote in the Bhagavad Gita, purport 13 chapter, 18 to 12 verses. Fourth thing is read Bhagavad Gita and Bhagavatam regularly. И четвертое, что упоминает Шрила Прабхупада, это регулярное чтение Бхагавад-гиты и Бхагаватам. 13, 8 to 12, 8, 9, 10, 11, 12. Об этом Шрила Прабхупада пишет в 13 главе с текстов с 8 по 12. Any grasta who has 4 activities going on his house is Vaikuntha. Любой, кто следует этим 4 принципам, его дом превращается в Вайкунтху. Because then we think we all are there to serve the Krishna who is the owner, not we. Потому что мы в таком случае принимаем Кришну как владельца, и мы принимаем себя как его слуг. He is the enjoyer. We are to offer him all the enjoyment. Мы являемся его слугами, и мы предлагаем ему все виды наслаждений. And he will give us the blessing, then we will also enjoy with him. Когда он счастлив, он благословляет нас, и тогда мы также наслаждаемся вместе с ним. The mentality of enjoying separate from Krishna is cause of suffering. Стремление наслаждаться независимо от Кришны является причиной страданий. Cooperatively offering all the enjoyment to Krishna, it will come back to us. Если мы в духе сотрудничества, в духе служения предлагаем все виды наслаждения Кришне, тогда это возвращается к нам. You just think one very important message in these 4 things. Задумайтесь над одной очень важной вещью. In all these 4 activities, the whole family has to be together. Вот во всех этих 4 случаях, принципах, которые были перечислены, вся семья должна, все должны быть вместе, это объединяет. Eating together, вместе вкушаем прасад.
If we take prasad together, all the differences are reconciled. Если мы вместе принимаем прасаду, то все разногласия сразу же уравновешиваются. All the differences, communication gaps, which will disappear when we partake prasad and talk. Все наши раздоры и разлады, они уйдут, если мы просто вместе вкушаем прасад. Because kirtan we do together, we will be purified. Kirtan. Киртан можно делать вместе, только вместе, поэтому совершая киртан мы очищаем. All the differences in the heart, they dissolve. И также это объединяет, устраняет все разногласия. If we have no communication in the house of sitting together, если мы не собираемся в доме как одна семья вместе, then the result will be like a story I'm just telling you. Тогда результатом будет история, про которую я сейчас расскажу. There was a teacher, Один учитель, and next day he was to go to the school because the inspector was supposed to come, so he got a new trouser. The pajama. Он оделся в новую одежду, потому что инспектор на следующий день, то есть в тот день, когда он должен был идти в школу, инспектор должен был проверять школу. So when he checked, this pant was say 2 inches little long. И когда он примерял брюки, они оказались длиннее на 2 инча. Then he told to the wife, my dear wife, can you cut 4 inches and re-stitch this pant because tomorrow I need to wear this and go to the school. It was whatever extra 4 inches was. И он обратился к своей жене: дорогая супруга, не могла бы ты подрезать эти штаны, потому что завтра мне нужно будет пойти в школу, и завтра будет инспектор в школе. She said, no, I have some party to go. I cannot do today this. Tell to your daughter. Он сказал: сегодня я отправляюсь в гости, и у меня нет времени этим заниматься, скажи своей дочери. Then the teacher told to the daughter, my dear daughter, can you cut these 4 fingers, which is extra, and then re-stitch it? Тогда этот учитель обратился к своей дочери и сказал: дорогая дочь, не могла бы ты мне подшить штаны? She said, Father, I would definitely do it, but my friends are coming and we have to go to the picnic. Мой дорогой отец, я бы с радостью это сделал, но друзья приходят, и мы отправляемся на пикник. Tell to the daughter-in-law. Скажи своей невестке. And then the teacher told to the daughter-in-law, my dear daughter-in-law, can you re-stitch after cutting 4 inches that tomorrow I need in school this pant? Тогда он отправился к невестке, попросил ее сделать, подрезать штаны. And daughter-in-law said, my children just came from this school. I have to look after their dresses for tomorrow. I have to see their homework. I cannot do. Она сказала: ой, мои дети из школы вернулись, я сейчас должна проверить их домашние работы и так далее. У меня нет времени. And teacher said, what can I do? I can tomorrow just fold it myself and go. And then he just went to take rest. Тогда этот учитель, он подумал, что поделать, я, наверное, просто их подверну. И он сделал так и пошел спокойно спать. Then wife said, how can I disobey the order of my husband? I can go and party, maybe 10 minutes late, but I must serve my husband's order, otherwise it is not proper. Тогда жена вдруг задумалась, как я могла ослушаться просьбы своего мужа, и я могу на 10 минут позже отправиться в гости. She cut 4 inches, re-stitched, packed and left for party. И тогда она пошла и отрезала 4 инча, как он просил ее, подшила и ушла в гости. Daughter said, my father, I am here only till 24 years, then I will be married. He has maintained me. How can I say no to my father? I must cut, stitch and then go with my friends.
Тогда дочь спохватилась, она подумала, я всего лишь до 24 лет в этой семье буду, потом меня выдадут замуж, и буду жить всю жизнь где-то еще. Она подумала, я должна последовать наставлению отца. And she cut 4 inches, re-stitched and left for party. Она взяла тоже эти штаны, подрезала еще 4 инча, зашила и отправилась на пикник. And now daughter-in-law is saying, I have come in the house, he is treating me like daughter, he is providing everything to us, my children are going to school every day, why should I not do this service to my father-in-law? So she got the pant and cut 4 inches, stitched and folded it. Затем невестка этого человека спохватилась тоже, подумала, как я могла не послушаться его, ведь он приютил меня так любезно в их доме, и он заботится о моих детях. И она тоже пошла и взяла эти штаны, отрезала 4 инча, подшила их и была счастлива. Next day morning it was raining, so he took his pant, he said, in his school I will go and wear. И на следующее утро было дождливо, на улице этот учитель, он взял под мышку эти штаны, он подумал, я там одену в школе. And in his school when he was hearing, it was little small child. Когда он одел, это были не штаны, а шорты. This is the story of our home nowadays. Это история про нашу семейную жизнь. We want to do, but we say no, then we do. So in this way, thing which is complete become almost half. И таким образом мы... I mean, nothing is full, everything is half here and there. То есть мы ничего до конца толком не можем сделать. The small story is to remind us that if we have communication, then we cannot do such disaster. Эта история нам как урок, если у нас есть взаимопонимание, то в нашей семейной жизни не будет такого несчастья. Bhagavatam says, the wife in the house is a fort for a man. Бхагаватам сравнивает женщину в доме как крепость для мужчины. Fort, king used to build fort for protection from enemies. Цари в прошлом строили крепости для того, чтобы защитить свои государства. Who is our greatest enemy? Кто является нашим главным врагом? In Bhagavad Gita, Krishna says, Kamesha Krodesha Rajoguna Samodbhava Mahasharo Mahapapma Vidya Iya Verinam. He is your most dangerous enemy, lust. В Бхагавад-гите Кришна говорит, Камеша Кродаеша, вот это твой самый злейший враг, вожделение. And this is the greatest enemy, and if you have a faithful wife at home, then you will be protected from this enemy. И это действительно самый величайший враг человека. Если в доме у мужчины есть верная супруга, то он будет защищен от этого врага. And where is this enemy situated? Where is he? So this verse is very interesting to know how really we can be successful in life. Этот текст в действительности является формулой к успеху семейной жизни. One meaning of the calm is desire. Одно из переводов слова кама – это желание. And the another meaning of calm is lust. Другое значение этого слова – это вожделение. And when this desire is not fulfilled, it transforms into wrath. И когда желание не удовлетворено, это желание трансформируется в гнев. So this calm and krodha, they are the greatest enemies. Так желание, кама и кродха и кама, гнев и вожделение являются самыми большими врагами. So where are they living? И где же они обитают, эти враги? And Krishna says they are living within your body. Кришна говорит, что они живут внутри самого человека. Manabudhi indriya asya adhishtanam uchyate. Mind, intelligence and the senses are the places for lust to reside.
Там говорится о Бхагавад-гите, чувства, ум и разум являются местом обитания вожделения. Now the example is like this: if you are a king and you have a kingdom. Пример можно привести с царем, который живет в своем царстве. And most important for king is minister. Наиболее важной личностью для царя является министр. Next most important for the king is his commander-in-chief. Следующей личностью по важности является главнокомандующий. Then his army. Затем его армия. Now a king whose minister is being friend with the enemy. Представьте ситуацию, когда у царя есть министр, который друг его врага. And his commander-in-chief is sold to the enemy. И главнокомандующий также продался врагам. And soldiers are revolting. Солдаты, революционеры. Do you think that king will be peaceful in the kingdom? Каковы шансы для царя быть спокойным, живя в своем царстве? Yes, no. Возможно для него быть спокойным. King's minister, friend of enemy. His commander-in-chief и его главнокомандующий is sold to the enemy. His army is against him. What do you think? Will the king be peaceful? Все, включая солдат против царя, будет царь спокойным? Huh? No. So this body is called kingdom. Вот это тело называется царством. We as a soul are king. Мы являемся царем. Intelligence is our minister. Душа является царем. Разум — это министр. Mind is our commander-in-chief. Ум — это главнокомандующий. And our senses are the army. И наши чувства — это армия царя. And our enemy, Kam and Krodh, he has taken the strategist position in mind, intelligence and senses. И вот так вот и получилось, что вожделение нашего главный враг, он занял стратегические позиции, он оказался в чувствах, в уме и в разуме. How can we be peaceful? Как же мы будем спокойны? This is our position. Вот есть наше положение. Therefore Krishna says, curb this enemy. Поэтому Кришна советует, ты должен обуздать этого врага. So from where this enemy is coming? How this enemy is born? И откуда же родился этот враг? The enemy is born out of mode of passion. И говорится дальше, что он появился из гуны страсти. And the result of mode of passion is greed. И результат гуны страсти также и жадность. In present society for last 500 years, because of the industrialization and all other things, the only thing which is the reason of present day's population suffering is greed. Жадность является главной причиной страдания человеческого общества за последние его существования, 500 лет его существования, когда в обществе появилась глобальная индустриализация. United States Prime Minister Obama said present recession in the state is because of greed of the people. И президент Соединенных Штатов Обама утверждает, что жадность является главной причиной плачевной ситуации в обществе. And lobh sab paap ka baap hai. Greed is the father of all sinful activities. И жадность является отцом всех греховных действий. So, how can we, when we know where is the enemy, then how can we conquer the enemy? Если мы знаем, где находится враг, как мы сможем его победить? What do you think? Where we should attack first? С какой стороны мы должны его в первую очередь атаковать? Как вы думаете? Mind, intelligence, senses, where? Со стороны ума, чувств или разума? Мечом одухотворенного разума. With the sword of spiritualized intelligence. Oh, he's saying with intelligence we should start. Good. Somebody else has to say something? Со стороны разума еще какие-то соображения? I told you, Krishna is telling where is the enemy in our body, who is really cause of our own disturbances. He is our enemy. He is making us
I need this, and somebody is stopping, don't get this, and then we get angry, and then we lose temper, we burn ourselves, we are damaging our own self. So how can we really fight with this enemy who is within us? Как мы можем реально сразиться с этим врагом, который уже внутри нас, в чувствах, в разуме, в уме? Senses. Our Kala Chandra is saying with senses. Very good. Somebody else wants to say something? Well, only one is left. Krishna says, Adav Indriya Sanyama. Begin your activity controlling your enemy from the senses. Как Кришна говорит, Адон Индрия Саньям. Начни контроль этого врага с чувств. Same in my mind. I think I should take away this glass with me to India. Мой ум, например, говорит, я думаю, я возьму этот стакан с собой в Индию. In my mind this thing came, but my hand never reached to the glass. How can I take it? Мой ум может говорить, но если мои чувства, то есть моя рука никогда не дотянется до этого стакана, как я смогу осуществить желание ума? Like you have a bullet. У вас, например, есть bullet? If bullet, goli, and you want to throw bullet on somebody, somebody will die. Bullet मारूंगा कोई मरेगा? शूट नहीं, हाथ से ऐसे छा, बंदूक से नहीं. गोली नहीं समझा? तीर कमान दो तो तीर. एरो एंड बो एंड एरो समझते हो? आपके पास एरो है, ऐसे किसी को मारो, आपके पास बो नहीं है तो किसी को मारेगा क्या? That's what गोली बंदूक में होती है. Допустим, у вас в руке пуля, да? Патрон. मेरे पास बुलेट्स. अगर मैं किसी को ऐसे बुलेट मारूंगा, कोई मरेगा क्या? Если я возьму вот так вот, кого-то это брошу, смогу я убить его? नहीं. बंदूक में डालेगा मारूंगा तो? Но если я это заряжу в ствол и стрельну, тогда? Mind is like a bullet. Так, ум подобен этому. It cannot do anything on its own. Он не может сам по себе ничего сделать. These senses are the gun. Чувства, они подобны пистолету. And through this gun it goes out and do the hunting. И вот через ствол эта пуля, она убивает жертву. With eyes you can see somebody and you think, I want to enjoy it. Close eyes, everything is finished. Вы видите какой-то объект наслаждения своими глазами, и ум начинает думать, я хочу насладиться этим объектом. Вы просто закрываете глаза, и все. So start controlling your senses, which you can do from there. Start controlling your senses. Так, начните с контроля чувств. Therefore, we have regulative principles. Поэтому у нас существуют регулирующие принципы. For controlling the senses. Для того, чтобы контролировать чувства. And after controlling the senses, we use the intelligence, which is the next door neighbor of the soul. И после того, как чувства под контролем, мы начинаем контролировать, способны контролировать разум, который является ближайшим к душе. To sharpen the intelligence, we do the activity for the satisfaction of the soul, chanting holy name. Для того, чтобы for sharpening the intelligence. Intelligence को तेज करने के लिए. Чтобы как это, наточить интеллект, не знаю, как это перевести. Отточить интеллект, разум. Мы используем вот. Next door neighbor soul. If you activities of the souls to do the activities of the soul, that is chanting Harinam, holy name. Если это происходит в результате повторения святого имени. And then with the willpower which comes from the soul to the intelligence, we can control the mind, and then we will be safe in the kingdom of this body.
Yeah, real power comes from soul, will power, to mind. И затем наша воля, которая является проявлением деятельности души, способна контролировать наш ум. So if we control these desires which are really like the meshes, and we are entangled in the desires of enjoyment in this world, though we are not able to enjoy, so please decrease desires, and increase desire for the soul's satisfaction. Decrease desires for the body's satisfaction. That is a problem. We are composite animal, soul and body together. И процесс заключается в том, чтобы как можно свести к минимуму желания, внешние желания на уровне, на материальном уровне, и культивировать, с другой стороны, духовные желания. हमारी शरीर की इच्छाओं को कम करके आत्मा की इच्छाओं की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों का बैलेंस करेंगे तो सुखी रहेंगे. Таким образом образуется баланс желаний, и тогда человек может жить спокойно. Right now, 99% we are focusing on the desires of the mind, of the body and mind. В большинстве случаев на 99% люди сосредоточены на своих материальных желаниях. Nobody's desires ever fulfilled. И никакие из этих желаний никогда не исполняются. Do you know this? Вы об этом знаете? Mahashno means never satisfied. Махашано означает тот, кто никогда не удовлетворен. Desires of anybody on this planet, even king, are never satisfied. Ничьи желания, даже желания царя в этом мире никогда не удовлетворяются. No. But if you desire, но если вы желаете, the needs of the soul, если ваше желание является желанием потребностей души, and desire of the soul is to be united with Supreme Soul. И какова потребность души? Потребностью души является соединение со Верховным Господом in a devotional service. Через преданное служение. Then you get the blessing of the Supreme Soul. Тогда вы получаете благословение Верховной Души. Then your bodily desires decreases. И это, в свою очередь, сводит к минимуму ваши материальные желания. Like all you devotees, now you have no more desire to smoke. Как, например, вы все преданные, у вас больше нет желания курить. Is smoking good thing? Как куривать, это хорошая вещь? No. And we know our money, our health, both are lost. Why people are smoking? Мы понимаем ясно, что это уничтожает наши финансы, уничтожает наше здоровье, но тем не менее люди курят. They have a stress in mind. Потому что у них стресс в уме. And by smoking, they want to relax. И они хотят расслабиться через это курение. Why they drink? Почему они пьют алкоголь? Because they want to forget for some time the problem of this world. Чтобы на какое-то время хотя бы забыть проблемы этого мира. Why they make love here and there? Почему они ищут телесных наслаждений тут и там? To forget the reality of life for some time. Чтобы на какое-то время забыться от реальности жизни. Is it right or wrong? Так это. So now devotees, because somehow they started connecting with the Krishna through the devotional service, these desires are decreased or not. И вот вы как преданные, у вас есть опыт того, что начав процесс преданного служения, ваши материальные желания
уменьшаются. A lot of I see in Russia, many people are smoking as compared to somewhere else. Я смотрю, в России очень многие курят по сравнению с другими местами. This is a sign they have they have a high attention. Это признак того, что у них большие беспокойства, проблемы. Attention is because of problems. Проблемы в жизни. And problem is that nobody wants it. И никто не хочет этих проблем. And everybody have it. Но тем не менее, все в проблемах по уши. Everybody has a problem. У всех полно проблем. And nobody wants problem. Но несмотря даже на то, что Like nobody wants to be diseased. все не хотят этих проблем. Никто не хочет болеть. But disease comes. Но болезни эти приходят. So simply, we are made up of two things, soul and body. Мы стоим как человеческое существо из двух составляющих: тело и душа. Body has some needs. Тело имеет определенные свои потребности. And soul has some needs. В душе есть свои потребности. If we balance, если мы балансируем потребности, then we will be peaceful. Тогда у нас будет спокойная жизнь. The people have forgotten the needs of the soul. Люди сейчас забыли о том, что у души тоже есть потребности. They are simply running after the needs of the body. Они просто гоняются сейчас, чтобы удовлетворить потребности тела. They got more money. Они получают больше денег. They got more big house. Они хотят побольше дом. They got more big car. Хорошую, лучшую машину. They got big house, big car, big money, but they are empty from inside. И все это у них есть. Большая машина, дом и квартира, и что там еще. Но внутри у них пустота. They have no peace. Нету покоя. And they have no true love. И у людей нет настоящей любви, они не знают, что это. The families are breaking. Семьи разваливаются. Children have no father and mother to love. У детей нет отца или матери, которые любили бы. Is it right what is happening in the world? Как в мире сейчас это происходит? Because we have only focused on the body of the needs of the body. Это результат того, что люди сосредотачиваются на потребностях тела и забывают о душе. Body needs food for 3 times a day. Телу нужно 3 раза в день поесть. Soul needs also food for 3 times a day. Душа также нуждается 3 раза поесть. Trikala Sandhya, 3 times you always sit down and chant holy name. Трикала Сандхья, 3 раза в день нужно уединиться и повторять святые имена. So all you are living peacefully as a grasta, have a temple and house, have Harinam Sankirtan at home, and associate with devotees, get advice from the senior successful grastas, and build this community as an exemplary community. Поэтому мы обращаемся ко всем вам: будьте счастливыми грехастами, поклоняйтесь божествам в доме, совершайте Харинама Санкиртана, получайте общение с старших преданных и создайте хорошую общину. We have a great responsibility as a family in Krishna consciousness. Большая ответственность быть в сознании Кришны. Our actions represent the whole movement. Быть в семье сознания Кришны, да, это большая ответственность. Наша деятельность представляет деятельность целого движения. People have not seen Prabhupada. Люди не видели Шрила Прабхупаду. They will see Prabhupada through our activities. Они увидят его через нас, через нашу деятельность. If we are peaceful and happy. Если они увидят, что мы удовлетворенные и счастливые. In early days, when the devotees were doing kirtan on the streets, they were not literally having any possession, but their faces were so bright and smiling. People were looking how they are happy. В ранние годы движения у преданных не было практически ничего, но они выходили на улицы и воспевали святые имена с караталами, и их лица сияли, и люди видели это. So that happiness on the face of the devotee attracts the people who are suffering. И вот
эти сияющие лица так привлекали людей, потому что люди страдают в материальном мире. That happiness and peace comes from the soul. Это счастье и радость исходит из души. As we have done the experiment in the beginning of the class. Как вы сами убедились в этом, когда мы делали в самом начале нашего класса эксперимент. Always if you smile and always you are peaceful and happy, then it is a contagious disease. It will make other people peaceful and happy. Если вы всегда счастливы и улыбаетесь, это подобно заразной болезни также перенесется на других людей. If we are already having our own problems which are not solved by the spiritual potency of chanting holy name, then how can we make other people happy? Если мы сами полны проблемы, не смогли их решить, даже занимаясь духовной практикой, как мы сможем убедить других людей стать счастливыми? So it is most important now in a present day Krishna consciousness, the Grasthas should have a good unit of family, a very loving, affectionate family centered on Krishna consciousness, and then spread it from a nucleus to bigger size to build a village. Это очень важно, чтобы наши грехасти, то есть домохозяева, научились этому искусству быть счастливой семьей, и тогда от одного юнит, одна семья, объединяясь в целую общину, мы образуем своего рода общину, которая увеличивается и увеличивается. Happy to see the children, the parents are raising with Krishna conscious activities. These things show that you are a right candidate to be the exemplary grasthas for future generations. И то, что вот эти дети, они растут в сознании Кришны, является хорошим признаком того, что у нас есть семьи, которые вырастят детей, которые станут в будущем нашего движения. Krishna himself, as a Jagannath, came from Dwarka to see his own devotees in Vrindavan. Кришна сам, как Джаганатха, в форме Джаганатхи, пришел из Двараки во Вриндаван, чтобы увидеть своих преданных. He was very much caring for his dear devotees always. Он всегда с нежностью и заботой относится к своим преданным. As a devotee of Krishna, we should care and love our own fellow beings, devotees. Как преданные Кришне, мы всегда должны быть очень внимательными и заботливыми по отношению к тем преданным, которые рядом с нами. Give a quality time to our own children. И дать достаточно времени, уделить достаточное внимание своим собственным детям. Discuss Krishna Katha and a higher philosophy in the family. И семейные люди должны слушать Кришна Катху и обсуждать философию. And make our families Krishna conscious temples. Сделать, каждая семья должна стать сознающим Кришну храмом. ISKCON is a big house and we are small families within this big house. ISKCON является большим домом, и каждая семья является отдельным храмом этого большого дома. It's a big joint family. Это большая семья, которая состоит из объединившихся семей. Krishna is the father. Которой отцом является Кришна. So we have no scarcity of anything. У нас нет ни в чем недостатка. Live together peacefully. Просто жите мирно друг с другом. This was Prabhupada's desire in the last days. Это то, что было желанием Шрила Прабхупады, самым последним желанием. The way you cooperate among self, that will please me. Если вы хотите удовлетворить меня, тогда вы сможете это сделать, если вы будете сотрудничать друг с другом. He told to his disciples. Это то, что он сказал своим ученикам. For us, this message is the way we cooperate within our family, with our own family, with our
other devotees' families, with our whole yatra family, if we cooperate. Cooperate means tolerate, adjust, accept, and the fourth thing, tolerate, accept, adjust, and forget. Cooperation means сотрудничать означает you have to adjust certain things. Мы должны друг другу найти какой-то подход. Unity in diversity. Есть такой принцип. Unity in diversity. We may have differences. No Russian word. Unity, что когда переводится? Объединение. Объединение. We may have differences, but still we have some point to be united. Означает, что наши различия друг от друга являются для нас объединяющим фактором. Like Krishna as God, we are united. Кришна это Бог. He is God. He is the center of our activities. Кришна является Богом, Он является центром, который объединяет нас. We all chant Hare Krishna. That is the same thing we are doing. We are united. Мы делаем все то же самое, потому что у нас есть один центр, поэтому мы вместе. So sometimes senior devotees and Prabhupada used to say, we are all united because we are chanting Hare Krishna. Шрила Прабхупада часто об этом говорил, мы все одинаковые, потому что мы повторяем Харе Кришна. So cooperation means we may have differences. И сотрудничество означает, у нас могут быть разногласия, but we should agree on basic principles. Но на основных принципах мы согласны. То есть мы согласны с основным принципом. And selflessly work for the Krishna consciousness, Sankirtan movement of Mahaprabhu. И мы хотим бескорыстно служить движению Санкиртана, читанию Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu said, Sangha chalo Hari Bolo. We all work together hand to hand and chant holy name. Махапрабху говорил, что собирайтесь вместе и повторяйте святые имена. So cooperation means maybe differences, but still we are united because we have the same activity to perform. And somebody may do something wrong to us, but we should know how to forgive and forget. Это то, что означает сотрудничество. И кто может нам сделать что-то неправильное, поступить с нами неправильно, но мы должны уметь знать, как простить. Great are the devotees who forgive. Великим считается тот, кто знает это искусство прощать. Even greater are those after forgiving they forget. Еще более велик тот, кто после того, как простил, еще и смог забыть. So cooperation means we forgive and forget. Так это то, что означает сотрудничество, простить и забыть. We should be humble. Мы должны быть смиренными. Humble are the people who are near to God. Смиренными являются личности, те, кто смиренные, они близки к Богу. So we cooperate, that will please Prabhupada. Так, сотрудничество, если мы сотрудничаем, это удовлетворяет Прабхупаду. Because your love for me will be shown by the way you cooperate. Так сказал Прабхупада, ходя из этого мира, ваша любовь проявится ко мне, если вы будете In your сотрудничать. own family you cooperate. В вашей собственной семье научитесь сотрудничать. Maybe differences. Там у вас могут быть разногласия. Maybe angriness, maybe few hours and then it will over. Можно пару часов вы можете разгневаться, но через какое-то время это все пройдет. Just wait for one day, next day it will be over. Просто нужно отложить вопрос на следующий день, и может быть его уже не будет. After all, this is Kali Yuga, smaller fights will always be there. В конце концов, это Кали-юга, и по малейшему поводу возникают разногласия. And when you are angry, just chant Hare Krishna.
И если вы приходите в гнев, просто повторяйте Харе Кришна. When you are disturbed, chant Hare Krishna. Когда вы обеспокоены, повторяйте Харе Кришна. Krishna from inside you give you intelligence how to deal this situation. Изнутри Кришна подскажет вам, как действовать в этой ситуации. Care those who are under your care. Care who are under you. Проявляйте заботу о тех, о ком вы должны проявлять заботу. Have love and Кто compassion. зависит от вас. С любовью и состраданием относитесь. Compassion, love and care the devotees need the more. Забота, сострадание, любовь — это то, что нужно больше всего каждому преданному. On this planet, how many devotees are there? Of the total population. Как много преданных на этой планете, если сравнить это с населением всей планеты. Mahaprabhu said it's very rare to get the association of devotee. Махапрабху говорит, это великая редкость получить общение преданных. You have a husband devotee, wife devotee, then how fortunate you are. И у вас, скорее всего, у каждого есть муж преданный или жена преданная. Представьте, какая-то удача. You have devotee friends. У вас есть друзья преданные. Very rare to get devotee association. We have so much facilities now by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Take full use of this and be successful. Это величайшая редкость оказаться в обществе преданных, поэтому воспользуйтесь этой удачей и сделайте свою жизнь счастливой. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Большое спасибо. Any question or comment? Есть ли какие-то вопросы? No time. I fixed the right time to start. Hare Krishna. Thank you very much for bearing with me. No question, no comment. Нужно контролировать разум, ум и чувства, начиная с чувств. А кто это тот, кто контролирует это? Это душа? Yes, start from control. Krishna is saying. Indriya Sanyama, regulation, you as an individual, as a soul, start start controlling your senses, eyes to see the right thing, ear to hear the right thing, tongue to taste the right thing. So you control them, don't leave them on their own. Вопрос, кто контролирует чувства? Если нужно начать контроль с чувств, вы как личность, вы начинаете контролировать чувства, вы не позволяете глазам видеть то, что не нужно видеть, не позволяете другим чувствам также отвлекаться на то, на что не должны отвлекаться. Ваш выбор остается за тем, чтобы отправиться на класс по Бхагавад-гите вечером или отправиться в бар. Правильный выбор — это называется контроль чувств. И это совершенство человеческой жизни.